Всем привет! Меня зовут Вера, добро пожаловать на мой канал. Я живу в городе Мерсин, это Турция, и рассказываю на своем канале все о городе, о своей жизни. Езжу на велосипеде, беру всегда, друзья, вас с собой и делюсь всем самым интересным. Кому интересно, заходите на мой канал, я думаю, будет весело. Ребята, сегодня мы поедем в район Давултепе, там мы еще ни разу не были. Но проедем по Тедже. Я проеду мимо комплекса Элексус, возле рынка по средам. Посмотрим, что там есть, какие изменения. В общем, друзья, кому интересно, присоединяйтесь и погнали. Начала я свою съемку от комплекса Панорамы. И сейчас еду мимо, видите, клиника. Это ветеринарная клиника. Ребята, показываю ваши комплексы. Я знаю, у вас есть здесь квартиры. Территория еще вот такая, видите? Ничего пока не сделали. Все выглядит вот так. Кстати, беседка у вас, видите, крыша разрушилась, провалилась в серединку. Ну, я думаю, починит. Все, поехали дальше. Если вы приезжаете в Тедже и маленькие детки у вас есть здесь садик. Садик платный. Здесь два садика есть в Тедже. Это один из них. Музыка играет, детки пляшут там. Все закрыто. Посторонние не увидят ничего. Вот это новые дома. Скоро подъедем к рынку по средам. Это недалеко все находится. Вот так все выглядит пока территория. Ничего нету, но вот по этой дороге, видите, тротуары есть. Дорога отличная. Сейчас мимоза цветет полным ходом. Все деревья желтые, красивые. Но это турецкая мимоза. Она немного отличается от привычной для нас. Сегодня погода шикарная. Ребята, вот смотрите. Это комплекс Элексус. Состоит он из 3 блоков. Сейчас я поворот сделаю. Проеду. Вот так выглядит территория. Территория здесь очень шикарная. Это первый блок, посередине второй блок и угловой третий блок. Где пальмы в серединке, это бассейн, территория. Чуть дальше беседки и барбекю есть. Сейчас остановлюсь, покажу вам поближе. Вся территория зеленая, все очень красиво. Видите, беседки есть, можно посидеть. А чуть дальше вот там барбекю. Сейчас я сделаю поворот и посмотрим. Дорога, ну что, вот смотрите, тротуар есть, но, конечно, не подстрижено все вот это вот. Трава везде, мусор, это есть. Рядом комплекс, состоит из 2 блоков. Тедже Визион Ситеси. Вот так выглядит. Вдруг у вас здесь квартира есть, и ваши окна смотрят в эту сторону. И вот так территория. Я думаю, со временем здесь пройдут машины, почистят все-таки этот щебенку, мусор. Будет очень хорошо. Вот такой комплекс. Первый, второй и третий блок. Поворачиваю. И вот здесь, видите, немножко загораживают растения. 3 барбекю стоят, где вы можете спокойно пожарить шашлык. В беседке, покушать, отдохнуть. С этой стороны вот так все видно. Тротуарная дорожка заросла, асфальт старый. Ну, я думаю, со временем все перестелят. С обратной стороны пустырь. Все сбрасывают с других участков. Вот так. Элькем Элексус.
вот так территория выглядит. Вот это центральная улица Гази-Паша. Дальше Голд. Это в Альп-Сити 6-я стройка, дом. А это администрация, вот такое маленькое здание, Мухтарджи, местная администрация. Есть спортивная площадка, беседки отдохнуть. А по центральной улице очень много кафешек. В общем, все есть, что нужно. От Лексуса я выехала на нашу центральную улицу Гази-Паша. Смотрите, здесь кафешки есть, Семиты, недавно пекарня открылась, антикварный магазин, школа. Вот это вот здание невысокое, это школа. И туда улица пошла в сторону субботнего рынка. Здесь же, видите, кафешки разные, и пицца, и здесь вафли делают, макароны. Альп-Сити, вот это 6, новый дом. Ну, вот так всю территория, смотрите, насыпали уже землю, скоро посеют или траву, или кусты посадят. Вот так вся улица выглядит. Проедем немного и повернем направо, там рынок по средам. Посмотрим, что там изменилось или ничего не изменилось. В общем, ребята, погнали дальше. Очень много сетевых магазинов. Шок, Бим, А101. И вот мы подъезжаем практически к рынку по средам. Здесь дорогу делают. Смотрите, тротуары все укладывают. Работа кипит везде. Все делают. Все перекрыли. Я делаю поворот к рынку по средам. Здесь 2 дома новых. Один уже покрасили, второй еще нет. И везде, видите, укладывают сразу тротуар. Готовят очень быстро. Все будет красиво. Завтра среда. Будет рынок. Хотят все успеть сделать. С этой стороны уже кладут плитку. Ребята, Калайгельсен. Видите, как четко, быстро все делают, очень аккуратно. И вот рынок по средам. Я сейчас заверну. Уже подготовили такие столы для овощей. И завтра будет рынок. Все, друзья, поехали дальше. Посмотрим, что новенького. Еду потихоньку. Вот здесь, если повернуть налево, есть стоматология в этом здании. И посмотрим. Здесь новый дом. Я знаю, у вас также есть квартиры здесь. Сейчас объеду вокруг и буду выезжать уже на трассу Д400. Вот так все выглядит. Дорожки есть. Дорога хорошая. Не везде, конечно, вот на повороте самом не очень. Вот так выглядит. Это Альп-Сити. Нумерации уже не помню. Тут не видно где. Нигде не указано. Вот так выглядит дом повыше. Покажу. Если вперед смотреть, вот это район вдали, Сеймен-Ли. Но сейчас мы не можем проехать по набережной. Там нету моста еще. Когда восстановят, мы проедем по этому району Сеймен-Ли. А сейчас поедем на трассу Д400 и поедем до ВЛТП. Ну, немного проедем этот район Сеймен-Ли мимо трассы Д400. Там еще можно посмотреть его, какой он есть. Такая территория, сады заброшенные уже. Показываю все как есть. Видите, с одной стороны чистят дорогу или дома, и на другую сторону сбрасывает. Потом же с этого места убирать будут еще в какую-то сторону. В общем, идет переброска с одного места в другое. Так, ну а мы с вами подъезжаем к магазину Мигрос. Это в конце Теджи. Или если вы едете со стороны города, то в начале Теджи. Такой. Он расположен в доме. Здесь 2 блока.
И также, видите, ведутся работы везде, по всему району. Есть магазины, здесь вот мясная лавка, можно купить свинину, кафешка еще открылась. И это вот конец Теджи. И сейчас будем выезжать там, где мост. Переходить мост этот и поедем в город. Здесь еду, дороги нету, пока ничего. А вот здесь кафешка, мужчины сидят, отдыхают, проводят время без женщин, играют в игру такая 101. Мужская игра типа нашего домино. Так, все, я выезжаю на дорогу. Погнали. Переезжаю мост вот этот. И тут смотрю, тоже, видите, работы ведутся. Все делают. Сады, конечно, вырезают под корень. Все убирают. Стройки. Я смотрю, забор вот это. Все, значит, новая стройка будет. И с другой стороны, вот тут кафешка. Мы хотели сходить с вами на завтрак турецкий. А видите, уже новостройки. Дома как выросли. Буквально, я не знаю, за короткий срок. Строят очень много уже за трассой Д400. Ребята, еду по району Сейменли. Видите, мебельный магазин с плетеной мебелью открылся недавно. Здесь двери продают на углу. Еще такие металлические двери есть, знаете, с решетками для проветривания, очень удобные. Есть мебельный магазинчик небольшой. В общем, все дома, которые сдаются, есть коммерческая недвижимость. Обязательно. Дорога немножко неровная, поэтому подпрыгиваю. Ребята, не обижайтесь. Смотрите, сколько новостроек. Очень много открыли салонов автомобильных. Есть и электромашины, и бензиновые. Вот так все выглядит. Много заправок. Бензин сейчас в цене поднялся. Стоит 64,42 лиры. И дизель, по-моему, 74,17. Сейчас проезжаю. Да, вот сколько стоит на сегодняшний день. Мы немножко проехали и приехали к району Давултепе. Сейчас я покажу, откуда он начинается. Район Давултепе начинается от Сите Сарай 2. И идет вот туда. Район небольшой. Здесь вдоль дороги это старые постройки, несовременные. Ну как несовременные, может лет 15-20 им. Мы проедем и в сторону моря, и в другую сторону. В общем, посмотрим весь район. Заканчивается он недалеко от ПТТ. ПТТ это почта района Давултепе. Все, друзья, погнали. Здесь, как и в любом районе, сетевые магазины. Шок, хозяйственные магазины. Во всех домах практически продают какой-то товар, продукты, овощи, хозяйственную часть. В общем, очень удобно. Не так нужно ехать куда-то, да, спустились вниз, прошли по улице и все можно купить. Здесь находится администрация района. Есть мечеть. Вот там, видите, два минарета. Большая мечеть. И рядом есть у дороги еще одна мечеть. Вот здесь небольшая мечеть есть с одним минаретом. Во многих домах есть кафе. Там бургеры делают вот в дальнем кафе. Здесь тантуни, донеры. В общем, голодными не останетесь. Если хотите попробовать экзотики турецкой, это кафешка. Здесь готовят кокореч. Это бараньи кишки на вертеле. В общем, жарят их до хруста. Кафешечка есть, телефон. Заходите, попробуйте экзотики. Вдоль набережной очень мало новостроек, практически нет. Здесь вот это два дома, марка Япы. Я не знаю, вдруг у вас здесь квартира есть. Скажите, когда
если вы живете здесь и когда эти дома построились. Но как-то вот припоминается, вроде бы буквально 3 года их назад не было. Но если я ошибаюсь, поправьте меня. Сейчас пройдем вперед немножко и завернем налево. Рядом с Маркой здесь вот буквально недавно сдался дом. Это Кей Панорама. Ребята, вдруг ваши окна здесь и увидите свою квартиру, я думаю, вы обрадуетесь. А рядышком это такие, как вам сказать, не плитка, ну, больше такая для офисов, наверное, да. Большие вот плитки, не маленькие, и кирпич здесь. Рядом находится магазин материала. Видите, здесь доски, все есть полностью. Ну, если кто захочет что-то переделать, мало ли, понадобится. Потому что в Турции с досками очень редко где есть магазины. Дальше уже пошли новостроечки. Видите, какие дома высокие. И вот если посмотреть вот туда в серединку, там уже все новые дома. Мы потом проедем, там посмотрим. Пока нету названия, ничего, просто агентство или застройщик с телефонами, где можно купить недвижимость. Вот так все выглядит. А вдоль трассы это все старые постройки. С этой стороны и с этой стороны все застроено. Места, вот, чтобы у моря строить, совсем практически нет. Там еще есть роща эвкалиптовая, классная. Если вдоль набережной идти, это оттеджи. Очень хорошо можно прогуляться, посмотреть и пройти именно по роще. Через дорогу есть небольшой сад. Здесь продают растения. Смотрите, даже елочки есть, видите? Одна, и вот там чуть дальше есть елочка. Здесь можно купить и цветы, пальмы. Все есть. Вот такая красота. Вот там под навесами другие растения продают. Небольшой питомник, но я думаю, можно купить что-то такое интересное для души. И вот еще одна елочка. Вот так все красиво. Я смотрю, там, где были старые дома, видите, все снесли и пошли новостройки. Причем очень близко друг к другу. Хочу сказать, что часто покупали квартиры люди и не только в новостройках, но и уже в построенных комплексах. Вот Теодора, хороший большой комплекс такой. А дальше идет комплекс Мимоза. Подошла небольшой магазинчик овощной. Смотрите, цены на все, тень. Солнышко светит и получается тень, не на все видно. Ну, скидки, арбузы уже все есть, клубника, карпуз по-турецки арбуз, это 59,95 полосатая. Ну, на рынке такая же цена, может даже и дешевле. Вот такая вся вкуснятина здесь. Помидорчики, ну и хозяйственная часть. Магазинчик не очень большой, но купить можно все. Ребята, вот смотрите, впереди вот это ПТТ, почта. Вот сюда, если подняться, здание, 2 этажа. Все, район Давул-Тепе заканчивается. Ну, мы сейчас проедем вот туда вглубь и посмотрим. А это киоски, где продают социальный хлеб. Он дешевле, чем в магазинах, но очень вкусный. И покажу вам, смотрите, какие дома старые, как интересно сделаны, да. Балкон идет прям полукругом, ну, практически на полдома. Здесь квартиры, я не знаю, квадратов, наверное, по 200, если не больше. Огромные. На несколько окон зал и дальше спальни. Это, конечно, очень большие квартиры. Таких сейчас не строят. Я повернула за угол и сейчас посмотрим. Ой, ну какие огромные. Это я представляю, какая квартира. Я доеду до конца. Я смотрю, там новостройки. Может, у вас там квартира есть. Посмотрим. И вы увидите окошки. Будете довольны, я думаю. Видите, дома в основном старые. Но вот здесь дерево, оно просто загородило все. Здесь новый дом.
много объявлений на продажу, на аренду. Я смотрю, он еще не заселен. Есть в некоторых местах занавески висят, но не полностью заселен. Впереди это точно 2 новых дома. Я смотрю, еще делают там что-то. Вот люльки висят рабочие, красят. Здесь школа есть небольшая, но в своем районе школа, когда есть, это очень хорошо. И вот эти дома. Сейчас поближе подъеду, посмотрю, может, где есть надпись. Друзья, поближе вам покажу. Это Сите. Пока нету ни надписи, ничего. Я спросила у рабочих, они сами не знают, как называется. С другой стороны такое же Сите. Наверху еще идут работы. В люльке висят, там человек висит и красит фасад. Нету названия, нету ничего. Поэтому не могу сказать. Если ваши здесь есть квартиры, напишите по локации. Я закреплю. Это недалеко от ПТТ, по прямой, если ехать. Вот видите, дорога слева, это ПТТ, почта. И вот сюда на пригорок поднимаетесь, это вот 2 Сите. Все остальные это более старые Сите. Ну, проеду еще туда немножко, сейчас спущусь и проеду в ту сторону. Посмотрим, есть ли там дома новостройки. Я повернула за школой, вот за угол. Ну, видите, дома в основном все старые. Ну, интересные, да, вот. Как строили еще окна такие полукруглые. Повыше подниму вот так. Вдруг у вас квартира здесь. Вот там кирпичный дом впереди. Скорее всего, заброшка. Я не знаю, недострой. Или застройщик, может, обанкротился, или еще какая-то проблема. В общем, так пока. В основном все дома, которые уже построились давно. Все вот так выглядит. Работы, видите, на дороге роют, как и в Тедже, что-то делают. В общем, я поднимаюсь наверх, а это, да, заброшка. Вот такие все здания. Впереди дома турецкие, старенькие, двухэтажные. Хочу показать еще вот это Сите. Сахенлер Инсаат. Это новый комплекс. Видите, высокий. Территории нет. Ну, просто для магазинов только и все. Вокруг территория вот так выглядит. Здесь пустырь. И в ту сторону. Я подошла к Сите Интер Аглу Плаза. Это вот это Сите. Оно состоит из 2 блоков. Это тыльная сторона. И вот с другой стороны это новостроечки. А рядом другое Сите. Байсал Марина. Лайф Эвлери. Это вот так. Здесь 2 блока. Они близко расположены друг к другу. Есть небольшая территория. Ну а туда дальше я зайти не могу, потому что здесь уже живут люди. Поэтому на другую территорию я не пойду. Ребята, как вы знаете, я никогда ничего не рекламирую. Я показываю те районы, о которых вы просите, и те дома, где мало ли ваши квартиры, или бы вы хотели посмотреть этот район. Может, в планах у вас купить квартиру. В общем, или просто ознакомиться с районом. Поэтому я показываю все то, как есть на самом деле. Рядом Сите Лайф, вот это вот здание. Ну, здесь, я не знаю, щитовая. Ну, вот так территория выглядит. Дороги нет нормальной. Такой песок, вот этот пыльный, он очень плохой. Ну и рядом сады лимонные. Дальше еще живут турки в своих домах. Пока не застроено все. Но я думаю, в ближайшем времени все равно эти все сады вырубят. Жалко, конечно, но никуда не денешься. Город растет. Машины проехали. Такая пылища от этих дорог. Вот мечеть. Я сейчас остановлюсь поближе, покажу вам.
Мечеть очень красивая. 2 минарета. Я сейчас объеду вот эту сторону и покажу с другой стороны вам. Друзья, какая все-таки красивая мечеть. 2 минарета. Такой рисунок резной на минарете. Это ж сколько труда нужно было, чтобы так сделать красиво. Хочу поближе показать, какой рисунок на минаретах красивый. Посмотрите, друзья. Это ж сколько труда нужно было, чтобы вот так все сделать. Рядом с мечетью находятся Сите Байсал Япы и Марина Япы. Дорога здесь не очень хорошая, грунтовка по бокам, посередине такой асфальт, но старенький. Сейчас перейду, лежачий полицейский. А вот это вот, ребята, мы сюда ходили на волейбол. Сейчас я проеду и остановлюсь. Помните, я показывала, когда на волейбол мы ходили, вот сюда приезжали. Здесь большое здание и бесплатно все занимаются и проводят разные мероприятия, все бесплатно. Рядом там, где проходил волейбол, есть небольшой парк. Здесь такие памятники. Сейчас я подойду поближе. Обязательно памятник Ататюрку. Вот такой. И идут по кругу памятники всех правителей Османской империи. Кто в какое время правил. Вот так, видите, есть таблички и изображение того правителя. Вот так они все идут по кругу. Сейчас пройдем. Интересно. Кто в какое время, видите? И сколько лет. Рядом мечеть. Очень красивая. Уже розочки цветут. Смотрите, и бутонов много. И вот такая красота. Вот вам, ребята, смотрите, как цветут розы. Сегодня погода замечательная. Буквально в нескольких метров есть женский рыночек. Женщины привозят свою продукцию, что готовят дома, и какие-то фрукты, овощи, и то, что занимаются рукоделием, все это привозят. По сути, если разобраться, то мы практически посмотрели весь район. Ну, немного старые дома есть, новостроек совсем мало. Вдоль набережной практически нет новостроек. Но мы сейчас спустимся, посмотрим набережную. Я не знаю, есть ли там места для купания, вообще какой там пляж, есть он или нет. В общем, вы все увидите сами, я вас приглашаю, как всегда, с собой. В общем, поехали смотреть. Ребята, приехала уже на пляж. Смотрите, пока, видите, ничего не убирали, но трактор проехал. Скорее всего, такие большие бревна все убрали. Здесь песок и немного камней. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, какой заход в море. Ну, я вижу уже отсюда, это каменистый. Наверное, плиты даже есть. Сейчас подойду поближе, вы сами все увидите. Вот смотрите, какой заход. Да, здесь есть плиты, поэтому очень аккуратно. Море грязное, очень грязное. Если пройти по пляжу, видите, везде таблички. Это здесь откладывают яйца свои, черепаха, карета. И если вы увидите, что отложили яйца, никогда не трогайте. Штраф будет очень большой. Дальше идет эвкалиптовая роща, но это уже не Давул-ТП. В общем, это в сторону города туда. Ну, мы еще проедем с вами как-нибудь. Посмотрим дальше, что есть в районах. Я с вами обязательно поделюсь. А здесь, видите, вот в основном все старые дома.
Давултепе район находится недалеко от Теджи. Вот если посмотреть, вот видите, это район Теджи. И спокойно пешком можно пройти. Ну, где-то займет, если пешком спокойно, минут 50, час. Вот так. Немного территорий есть свободных. Ну, я думаю, застройщики их застроят. А так район маленький, небольшой. Ребята, мы с вами посмотрели район Давултепе. Пишите в комментариях, понравился вам этот район или нет. Он небольшой, да. Домов не очень много, новых, немного старых. Ну, как-то так, небольшой район. Ребята, я думаю, в следующих видео мы проедем дальше, в сторону Соли, туда посмотрим, какие там дома, новостройки. В общем, исследуем тот район. Так что пишите в комментариях, есть ли у вас квартира в Соли. Я проеду там, и вы посмотрите, если вы живете сейчас в другом городе, а не в Турции. Я думаю, вам будет приятно посмотреть на свой дом. И если у вас окна выходят на улицу, там, где можно проехать, вы с удовольствием посмотрите. Ну а у меня, как всегда, к вам просьба зайти на мой продовольственный канал, другой. Называется он «Вкусно с Верой». Будет закреплен внизу в описании к этому видео. Я вас приглашаю. Я готовлю простые, но вкусные блюда. Если вы хотите получить быстрее информацию какую-то, заходите на мой телеграм-канал. Он также будет закреплен под видео. Заходите, можете написать, я так быстрее вам отвечу. В общем, будете в курсе всех событий. И туда я выкладываю то, что не попадает на YouTube. На сегодня всем пока-пока. До новых встреч в новых видео. Мы еще много чего не сняли, но обязательно снимем. И вы будете в курсе всех событий. Все, друзья, всем пока-пока.